Думаю, можно с уверенностью сказать, что я почти ежедневно получаю сообщения о том, почему Бигайт настаивает на раздельном поведении Текука в эфире. И хотя я уже несколько раз говорил об этом, я, возможно, никогда полностью не объясняла некоторые ключевые ситуации, те самые ситуации, которые и привели к этому. С самого начала компания, казалось, предпочитала не позволять им проводить прямые эфиры вдвоем или показывать какие-либо моменты их совместного времяпрепровождения вне поля зрения камер. И хотя я не собираюсь строить предположения, выходящие за рамки того, что я должна делать как фанатка, вы знаете, что я всегда стараюсь общаться уважительно, не ища оправданий ни у кого, и подчеркиваю, что все, что я говорю, основано исключительно на моем личном мнении. У многих из вас могут быть свои убеждения относительно мотивов компании, которые кажутся несправедливыми или необоснованными. Но вы также знаете, что я всегда благодарна за ваши комментарии, за то, что вижу, насколько мы можем согласиться, или как ваша точка зрения может открыть для меня новые перспективы. Потому что у каждого свой мир мыслей, и все мы заслуживаем того, чтобы выражать свое мнение с должным уважением. Теперь, позвольте мне вспомнить прямую трансляцию Тэхёна 2017 года. Тогда он сказал, что собирается сменить свитер, потому что тот чешется. Однако его тон больше походил на оправдание, особенно когда к нему, казалось, кто-то приближался. Прошло несколько секунд, музыка продолжала играть, и от этого человека послышались поцелуи и тихий, понимающий смех. Затем Тэхён несколько раз попросил этого человека уйти, видимо, опасаясь, что его слова будут слышны в прямой трансляции, хотя музыка все еще играла на заднем плане. Однако этот человек вздохнул и продолжил целовать Тэхёна, как будто не хотел уходить, поскольку оба, казалось, понимали, что их голоса слышны. Тэхён выглядел немного смущенным действиями этого человека. Он даже спросил, что тот делает. Вскоре после этого Тэхён начал напевать мелодию, которая играла перед тем, как уйти переодеваться, скорее всего, выбирая одежду для возвращения в эфир. Он, похоже, понимал, что не может отсутствовать слишком долго, если хочет, чтобы люди поверили, что он действительно просто переодевается, а не разговаривает с кем-то. Однако, когда он вернулся, заметил изменение объема его нижней губы, как будто она слегка опухла, словно ее отсосали. Это довольно очевидно по сравнению с его внешним видом до того, как он пошел переодеваться. Хотя Тэхён, кажется, один, он случайно показывает 2 контейнера с раменом и 2 черные чашки, когда камера слегка поворачивается в сторону, что говорит о том, что во время трансляции он был не один. Его поведение также демонстрирует явное беспокойство. Он смотрит налево и направо, как будто убеждаясь, что ничего больше не попало в кадр. Интересно, что эта прямая трансляция недоступна бесплатно в ВАП. Только платные подписчики канала могли пересмотреть 2-минутный ролик. Это говорит о попытке сделать трансляцию невидимой для тех, кто хотел бы изучить фоновый шум. Я хочу добавить этот факт, потому что, если мы говорим о вещах, которые делают Текука реальным, и при этом сотрудники компании делают это, чего они никогда бы не сделали с другими прямыми трансляциями, это довольно ясно показывает, что они хотят затруднить повторный поиск трансляции, сделав ее платным контентом с ограниченным доступом. Мы видели нечто подобное в прямой трансляции Тэхёна 28 ноября, где он сказал, что изначально не планировал проводить трансляцию один, потому что стеснялся говорить на камеру без собеседника. Именно тогда он упомянул, что по этой причине хотел пригласить Чингука провести трансляцию вместе с ним. Более того, через несколько минут после объявления о своем намерении провести трансляцию с Чингуком, Тэхён посмотрел в камеру и открыто попросил, чтобы все сотрудники, смотрящие трансляцию, сообщили Чингуку, что он его ищет. Этот жест не остался незамеченным, поскольку он не только показал, что Тэхён искренне хотел присутствия Чингука, но и отразил, насколько важно для него было присутствие Чингука, особенно когда он напрямую общался с фанатами. Именно поэтому я решила подчеркнуть, что с самого начала Тэхён планировал провести прямую трансляцию только с Чингуком, поскольку считал, что это сделает его счастливее и приятнее, по причинам, которые я объясню позже. Пока Тэхён ждал Чингука и уже попросил персонал сообщить ему, через несколько минут раздался стук в дверь. Первой его мыслью было, что Чингук приехал. Взволнованный, он тут же побежал открывать дверь. Однако он был удивлен, обнаружив, что это Чимин.
Хотя все пошло не так, как он надеялся, неожиданное появление Чимина привнесло в трансляции юмористическую и спонтанную атмосферу, и они вместе посмеялись. Интересно, что Чимин говорит Тэхёну, что знает, что тот, кого он ждет, на самом деле не он. Это еще больше подтверждается, когда Чимин говорит, что пришел, потому что знал, что Тэхён ищет Чингука. Это заявление вызывает у них обоих понимающий смех, словно они делятся какой-то шуткой по этому поводу, особенно потому, что их смех отражает общее понимание и близость, как будто они хранят небольшой секрет о присутствии Чингука в эфире. Так как же именно Тэхён ждал Чингука, если это было его намерением с самого начала? Когда Чимин опускает взгляд и спрашивает, был ли на Тэхёне нижнее белье или шорты, Тэхён отвечает, что это были шорты, похожие на нижнее белье. Это говорит о том, что он был одет в шорты, когда изначально ждал Чингука. Эта деталь может показаться незначительной, но на самом деле она имеет значение, поскольку показывает, что Тэхён подготовился к встрече с Чингуком комфортным, даже немного интимным образом. Это подтверждает то, что я позже расскажу об особой связи между ними и о том, как Тэхён с самого начала планировал эту трансляцию. Затем, когда Чимин объявил, что Чингук наконец-то приехал, Тэхён тут же побежал открывать дверь, услышав стук. Увидев Чингука у своей двери, первым делом он сразу же заметил, что Чингук выглядит очень привлекательно, даже предложив ему переодеться, как будто внешность Чингука была настолько притягательна, что немного нервировала Тэхёна. И когда они вместе шли к Чимину, Тэхён снова заметил, что Чингук выглядит очень хорошо. Но самым интересным моментом второй трансляции Тэхёна стало то, как он начал представлять их по одному, словно ведя YouTube-канал. Представляя Чимина, Тэхён сделал это как обычно, упомянув, что количество зрителей увеличилось. Интересно, что когда настала очередь Чингука, Тэхён поступил иначе. Он попросил Чингука снять очки, но назвал его «милой». Сразу после этих слов Тэхён прикрыл рот рукой, словно сказал что-то случайно, с удивлением и смущением на лице. Этот жест был значимым, поскольку выглядел как спонтанная оговорка, выдающая близость и привязанность, которые он испытывал к Чингуку. Реакция Тэхёна на прикрытие рта говорила о том, что он, вероятно, не хотел, чтобы это было так очевидно, что только сделало момент еще более захватывающим для зрителей. Хотя некоторые моменты слишком очевидны, чтобы их игнорировать, HYBE, похоже, придерживается строгой политики в отношении того, что разрешено показывать публике, особенно в отношении отношений между Тэхёном и Чингуком. Это отражает растущую обеспокоенность внутри компании, поскольку они понимают, что больше не контролируют Тэхёна и Чингука так, как раньше. И хотя эта близость остается видимой и не может быть полностью скрыта, компания, похоже, сталкивается с дилеммой, как сбалансировать публичный имидж с реальностью, которую фанаты могут видеть и анализировать сами. Чем очевиднее становится связь между Тэхёном и Чингуком, тем сложнее группе HYBE поддерживать желаемый ими нарратив. Потому что иногда то, что мы пытаемся скрыть, это именно то, что мы ценим больше всего. И, возможно, дистанция — это не столько попытка скрыть что-то, сколько стремление защитить то, что по-настоящему понимают только они двое. И хотя они пытаются сохранить это в тайне, именно это желание защитить делает связь еще более заметной.